Привет! Я хотел бы поделиться с вами опытом по поводу использования модульных преампов Synergy. И сегодня есть отличный пример для этого. Дело в том, что недавно я перезаписывал свой старый трек, который называется «Фрастерика». Кастерика, Фрастерика, Кастерико, Фрастерика. Перезаписав его полностью, начиная от барабанов, баса, синтезаторов, в общем, я решил поэкспериментировать со звуком гитар. По сути, мы имеем два варианта записи гитар. Записать все на одном звуке, на отличном, хорошем звуке, либо использовать разные отличные, хорошие звуки. Результат может быть хороший, либо плохой, в зависимости от многих факторов. Тем не менее, гораздо интереснее слушать трек, на котором используются разные звуки в зависимости от динамики частей, в зависимости от их характера и всего тому подобное. Это стандартная практика, которая используется очень-очень во многих треках. Писать разный звук, ритм гитары. Это может быть не просто перегруженный звук, либо чистый звук. Это может быть просто там несколько видов перегруженного звука, хай-гейна несколько видов, вплоть до разных кабинетов, микрофонов и в целом характера. В данном случае я экспериментировал со звуком преампов. Marshall, который у меня есть, отличный усилитель, в данном треке не будет работать. 50 на 50 отлично работает, но давайте посмотрим нюансы. Вот, значит, наш трек. Все начинается с мощных героических пауэр-хордов на гитаре, и это звучит 51-50. Он синенький, зелененьким цветом звучит модуль Synergy Preamp HBE. Объясню почему и как. В данном случае не обращайте внимания, это не квадротрек, это дабл-трек, просто это разные слои, разные варианты одной и той же партии. Я писал. 51-50. Вот он, отличный узнаваемый характер усилителя 51-50 с тонами презенса, отличным дептом. Все очень хорошо ложится в микс, как обычно. Можно ожидать от отличного, хорошего и рабочего усилителя 51-50. Двигаясь дальше, у нас остинатная партия. Вот так она звучала на усилителе 51-50. Если бы я записал ее, и у меня был только этот усилитель, скорее всего, я бы оставил этот вариант. В целом, в миксе он звучит неплохо. Но давайте послушаем, как это работает с модулем Synergy Friedman HBE. Гораздо интересней атака, гораздо интересней панч, и вот такой в целом очень строгий характер звука, на нем гораздо легче играть подобные партии, это все гораздо интереснее звучит и выигрышнее в итоге. Сейчас я попробую переключить. Звук становится более рыхлым, да. В Фридмане нету такого большого запаса по депту, но в данном случае он как раз мешает и не дает звучать вот этой верхней середине, которая как раз отлично пробивается у Фридмана. А дальше снова звучит 51-50. Я его просто оставил, потому что мне показалось очень интересный вариант звука в данном случае. Окей. Раньше, возможно, я бы купил себе еще один усилитель и выстраивал самую высокую башню в мире, перетыкал провода, постоянно лазил, менял настройки и так далее. В данном случае я просто подключил модуль Synergy как дополнительный канал к усилителю 51-50 и одной кнопкой
включаю и выключаю его. Я не трогаю ничего из проводов, не перетыкаю кабели, не встаю, ничего не кручу, не верчу. Просто нажимаю на кнопку и получаю совершенно другой характер звука. Это просто офигенно. Супер. Еще один прекрасный пример применения данного подхода. Лид-партия в куплете этого трека. Довольно сложно, ее нужно очень аккуратно играть кончиками пальцев, прям вот на цепочках. И здесь, как нельзя кстати, отлично подойдет модуль Metropolis Metroplex. Это очень интересный по характеру плекси. Он тугой, приятно скомпрессированный, но при этом не теряющий динамики звук. И вот здесь пара примеров. Фиолетовый это у нас 5150, и вот этот голубенький, синенький это как раз модуль Metroplex. Вот можно послушать это все хозяйство. Отключу эффекты. Вот он 5150, еще разочек. Звучит неплохо. Он не должен звучать плохо, он отлично звучит, но все постигается в сравнении. Слушаем вариант метро. Слышите, насколько интересней и рельефней характер звучания? Либо очень ровный. Ну, 50 на 50 по динамике проще, гораздо проще. В контексте. Очень, кстати, интересное место, очень динамичное, очень хорошее, мне очень нравится. Слышите, насколько интереснее начинает звучать, насколько подходящая краска. Больше атаки в звуке, больше динамики. Поровней. Дело не в том, что я играл по-разному, специально, чтобы показать, насколько звучит модуль Synergy интереснее, или играл скучнее на 50 на 50. Сам по себе тембр диктует определенное звукоизвлечение, диктует определенное настроение, и в данном случае это работает бескомпромиссно. На аккордовых партиях 50 на 50 звучит более чем убедительно. На лидах я буду использовать HBE, и на более кранчевых, легких, таких медовых звуках мне, конечно, будет нужен Metroplex, Metropolis Amplification. Отличная вещь. И еще раз повторюсь, это без каких-либо сложностей коммутации. Я подключил этот модуль всего лишь один раз, согласно мануалу, как дополнительный канал к усилителю 50 на 50. И это все работает без нареканий по сей день. Я просто меняю модули. Это делается очень просто. Что выкручивается один модуль, прям так на горячую, и вставляется необходимый другой модуль. Если вы имеете хороший усилитель или отличный Power Amp, насколько богатую палитру звуков вы впоследствии себе можете позволить, просто меняя модуль без каких-либо сложностей. Вот такие мысли, такой опыт. Надеюсь, вам было интересно. Пишите вопросы. В комментариях не забудьте написать о том, что мне нужно купить AXFX, там есть все примочки мира. Также все ваши советы и все остальное пишите в комментариях. Спасибо большое и пока!